Всем здравствуйте, всем привет! Ребят, я направляюсь в Боснию и Герцеговину. Так как я сейчас нахожусь в Черногории, я решила посетить соседние страны, посмотреть, ознакомиться с культурой. В Боснии я не была ни разу, это мой первый визит, так что мне все интересно, и культура, и здания, архитектура, люди, кухня, попробовать местную кухню. Я слышала, что они превосходно готовят мясо. Так что, если вам интересно, присоединяйтесь, буду рада поделиться с вами своим путешествием. Ребят, без движения уже 1,5 часа на границе. И я даже воды с собой не купила. Жара больше 30 градусов. Ну ладно, что делать, придется подождать. Может быть, какие-то технические проблемы на границе или еще что-то. Потому что машин, которые едут из Боснии, тоже крайне мало. Зато у меня есть вишня. Буду есть вишню. Итак, скрестили пальчики, граница уже близко, и мы двигаемся. Ура! Итак, граница пройдена. Мы на территории Боснии и Герцеговины. И страну я эту выбрала совсем не случайно. Здесь множество нетронутых уголков, чистые реки с водопадами, грандиозные горы. Посмотрите по сторонам. Очень-очень вкусная еда, приготовленная из чистых продуктов. Мясо на вертеле, на роштеле, под сачем. Порции огромные, а цены вполне гуманные. Запад здесь граничит с Востоком. И граница эта весьма прозрачна. Очень богатая история у страны. Рафтинг, параглайдинг, охота, рыбалка, отдых на любой вкус и даже кусочек Адриатического побережья. Я начала посещение страны Боснии и Герцеговины с части, которая называется Герцеговина. То есть раньше вот между Дубровником и рекой Неретва была вот земля, которой владел герцог. И именно поэтому в честь этого герцога земля герцога стала называться Герцеговиной. На сегодняшний день это практически 20% от всей страны, да, часть Герцеговины. То есть это очень большая часть. Посмотрите, монумент здесь посреди площади написано «Героям за свободу». Героима за свободу. Здесь написано цириллик, да? Используют кириллицу. Какое большое дерево. Называется платан. Огромное. Сколько ему лет, даже сложно представить. Вообще город удивительно красивый. Неожиданно красивый. Да, и отель называется, видите? Хотел Платани. Платан. Потому что дерево платан. Такие аккуратные улицы, фонтан. Йован Дучич, здесь его цитата. Это поэт, который родился здесь в Требине в конце 19 века. Вы видите, очень много написано на кириллице, да? Люди используют кириллицу в этой части страны больше, чем латиницу. Вот посмотрите. Книжара. Книжара Святого Данила Кумского. Книжный магазин, да, книжара, букстор. Книжные магазины на русском языке. Вот одна из широких улиц города Требине. Ну что, жарко вам, птички? Очень уютно здесь, мне нравится очень. Тепло, хорошо. Люди очень отзывчивые, гостеприимные. Крохотный Требини просто очаровал меня с первого взгляда. Город этот – овеществленная мечта поэта. Как раз тот самый Йован Дучич. Он родился здесь, в Требине, сделал себе сначала имя в сербской литературе, а потом и блестящую дипломатическую карьеру. Посмотрите, художественно на стене. Йован Дучич.
какая прелесть! От Москвы всего 2004 километра. До Нью-Йорка 7257 километров. Не так далеко Рим, 490 километров. И Стамбул. Сколько здесь мощных деревьев, платанов. Кстати говоря, о Герцеговине, я должна сказать, что черногорский город Херцег-Нови, он также называется Херцег-Нови благодаря тому герцогу, да? Герцогу Вукшичу. Благодаря туристической информации я нашла старый город. Смотрите, здесь Old Town. Здесь мозг есть. Окей, музей. Давайте посмотрим. Интересно. Конечно же, на входе много сувениров, много печатной продукции, кафе, мороженое. Здесь должно быть также и все остальное исторического характера. Так. О, посмотрите, посередине здесь мечеть. Да? Вы знаете, да, что Герцеговина была под Османской империей. Это было в 1466 году. И именно поэтому здесь появилась третья религия. То есть это православие, католицизм и мусульманство. То есть это страна нескольких религий, нескольких культур. Не могу не рассказать такой факт, что в тот момент, когда вынуждали православных и католиков переходить в ислам, принимать другую религию, в тот момент изменившие веру сохраняли за собой все имущество, статус, и они не платили налог на жизнь. То есть в период Османской империи были такие правила. Мечеть Османа Паши, что мы только что с вами видели, говорят, что сам Осман Паша поплатился головой за то, что дал мечети свое имя. Ну что, маленькими улочками, через арки, исследуя старый город, я, наверное, все-таки решу ехать дальше, смотреть другие города и другие места. Я была уверена, что этот город не представляет ничего особенного. То есть это такая, скажем, большая деревня, однако меня очень сильно удивил и обрадовал. Гуляя здесь, по старому городу, наблюдая за людьми, чувствуя эту атмосферу, это восторг. Этот милый городок Требинье просто не отпускает. Вот рядом с Требинье, посмотрите, очень много виноградников. Место известное. Ну и вообще вид на город с этой стороны красиво. Смотрите, здесь река. И вот, пожалуйста, какая прелесть. И знаете, что это? Это система или часть системы полива полей, виноградников, садов, огородов. Существует она здесь с начала XVIII века. Итак, ребята, я приехала в город Мостар, старинный город в Герцеговине. Название этого города означает «мост». Он известен своими мостами. И не только старым мостом, который я сейчас покажу,
Он был построен турками в 1500 каком-то году, в 1566, может быть. Ну и остальными мостами. Город действительно красивый, город душевный. Пойдемте вместе наслаждаться атмосферой. Итак, спускаемся. Проходим сквозь старый город, кафе, уютные местечки и двигаемся к центральному месту. Здесь много сувенирных магазинов различной тематики. Я вижу, продаются турецкие джезвы везде. Турецкие сладости также. Посмотрите. А, какие ступеньки. Чудеса. Ну что, вот и центр, вот и река Неретва, кто-то на лодочке, и вот тот самый мост. Мост действительно легендарный, он был разрушен в ходе войны в 95-м году, в 92-95 году, 1992-95 годах. И он был отреставрирован в 2004 году. Конечно, старый мост в Мостере – это визитная карточка города. Мостер состоит из двух половинок. В восточном Мостере восточный колорит, а в западном Мостере современный город с широкими аллеями, зеленый, тенистый, с просторными тротуарами, заставленными столиками кафе. Но любовь к кофе объединяет всех живущих в этом городе. И хорватов, и боснийцев, и сербов. Все встречи, разговоры, переговоры, любое общение за чашечкой кофе. Ну, иногда рюмкой раки, стаканом сока, бокалом пива. Город меня просто пленит. Вот эта каменная радуга над водой, мост, соединивший две части города, был восстановлен, стал символом возвращения к мирной жизни, конечно. По бокам башни стражи, охраняющие мост, колоритные улочки старого города. Они разбегаются от моста по правому и по левому берегу. Мостер уникальный тем, что в нем уживаются несколько культур – европейская и азиатская, а также несколько религий – мусульманство и христианство. Вообще это город, который начался с моста и в котором мост – это логический центр и смысл. Я думаю, что каждый путешественник, прибывший в Мостер, первым делом идет смотреть старый мост, ну а потом уже все остальное. Вообще Мостер – это многоконфессиональный город. Здесь живут мусульмане, католики, православные. Одновременно звучат колокола и призывы муэдзинов на молитву. Удивительно. Итак, вечер в Мостер заканчивается ужином. Я заказала национальное блюдо, называется чевапчичи. Подается с питой. Это такие сосиски мясные. Вообще я не ем мясо, но по такому случаю я готова. И каймак. Каймак – это, скажем, сливки, да? Это приготовленные сливки специальным образом. И знаете, что еще интересно? Интересно, что у них существует красное вино, местное локальное красное вино, которое подается холодным. Что-то такое непривычное, необычное. Приятного аппетита! Кстати, здесь путешественников предостерегают от очень опасного развлечения. В определенный сезон это развлечение очень распространено среди местных жителей. Это прыжки со старого моста. Считается, что мальчика следует считать настоящим мужчиной только тогда, когда он спрыгнет в реку Неретву. Я решила начать свое утро с пахлавы и кофе. Кофе здесь превосходный, отличный. Но самое интересное, что пахлава, я не пробовала такой вкусной пахлавы даже в Турции. Может быть, я была в неудачных местах. Но факт остается фактом. Наследие турецкое очень важное и очень сильное здесь. И качество еды, и кухня потрясающе.
Пахлава очень турецкая, очень вкусная. Но теперь я могу сказать, что самая вкусная пахлава, по моему мнению, в Боснии и Герцеговине. Кстати говоря, то, как они готовят мясо. Знаете, вообще их кухня, мне кажется, это умело приготовленное мясо с мясной подливкой, с гарниром из мяса и мясом погоняют. Пальчики оближешь. Очень вкусно. Молодцы. Enjoy. Картины старого города, каменного моста. Улочки с изделиями, которые сделаны вручную. Украшения. Ну, посмотрите, центральные улицы старого города. Они уютные, цветущие, старые дома. Все реставрировано, сделано. Но также, если мы отойдем от центра города, очень много разрушенных зданий, к сожалению. Смотрите, какой интересный музыкальный инструмент. Добрый день. What's the name of that? Shargia. Shargia. Shargia is traditional small. It's traditional instrument. Thank you. Я могу сказать, что этот город очень богат историей. К сожалению, здесь была кровопролитная война, я бы сказала, мясорубка. Все сквозит этой болью, но город настолько живописен, рекомендую посетить. Конечно же, я купила магнитик с именем города, Мостер. И вы видите здесь бридж. Вы видите здесь мост, да, знаменитый мост. Так что у меня будет память об этом месте. Двигаемся дальше. Я приехала в городок или деревню, город-деревню, называется Благай. Прямо-таки рядом с этим городом, городом-деревней, здесь есть турецкая крепость. Она находится высоко наверху. Я решила забраться туда, посмотреть вид, посмотреть. И вообще постройка очень древняя. Давайте вместе посмотрим. Я оставила машину вот там и пытаюсь забраться вот туда. Пойдемте вместе. Дорожка каменистая, я бы сказала, жаркая, путь жаркий. Так что, если соберетесь в такое путешествие, возьмите воды и головной убор, шапку, шляпу, что-нибудь. Дорога к крепости просто отличная. Немножко в тени деревьев, но запахи, горные запахи. Ну что, 30 минут прогулки, может быть меньше. Жара 37 градусов. И я почти здесь, видно на заднем фоне эту крепость. Да, турки забрались высоко. Ну что, заходим в крепость. Вижу следы козочек, горных козочек. Собственный запах тоже. Здесь были козы. Так, заходим. Нет знаков, ничего, поэтому смотрим, как есть, вживую. Так, дорога становится сложнее. Приходится залезать, забираться. Так. И мы
мы внутри. Я предполагаю, что это постройка 1400 какого-то года, либо 500 какого-то года. Посмотрим, может быть, здесь есть какие-то знаки. Вижу боснийский флаг. Ну, давайте подойдем к стене данной крепости. Выглядит данная крепость как типичная османская, да, турецкая крепость. Что я могу сказать? Здесь видна река Буна. Я к ней чуть позже подъеду. Городок, деревня Благай. И вон там, я предполагаю, в той стороне должен быть Мостер. То есть они находятся очень близко друг от друга. Ребят, знаете, что я хочу сказать? Что меня очень поразило в этих местах? Я никогда, нигде не видела такого количества кладбищ. Я понимаю, что война была очень жестокой, кровопролитной, но это не может не впечатлять. Такого количества кладбищ я не видела нигде. Что могу сказать? Я очень рада, что сейчас здесь царит мир и спокойствие. Просто обычные дома. Посмотрите, видны следы от пуль. Это так грустно наблюдать. Но это наша история. Домашняя любеница. Домашний арбуз. Охлаждается дынька и арбуз в холодной воде. Я не удержалась и решила попробовать местную дыньку. Очень вкусно. Смотрите, ребят, здесь тоже можно купить, если очень холодно и надо, немножко шкур. Люди возделывают здесь, видимо. Да, частое явление вот эти звери. Барашки. Я не знаю, кто это. Чьи шкуры это. Ребята, будучи в Благае, я решила попробовать еще один локальный национальный десерт. Я не могу упустить такой шанс. Я тоже иногда сладкоежка. И этот десерт называется смоквара. Он сделан из пикмеза. Опять-таки турецкое наследие. Да? И это паста из фигового дерева, да? Из инжира. Да? Они используют инжир для приготовления этого десерта. Я действительно любопытствую, что же это такое. Выглядит очень вкусно. Очень сладко. Пробуем. Что я хочу сказать? Боснийцы определенно знают, как готовить. Молодцы. Вот это знаменитое место в городе Благай. Кстати, с боснийского языка Благай означает мягкий. Мягкий за, возможно, погодные условия данного места. Мягкие погодные условия. Но чем интересно это место, то что здесь берет исток река Буна. Вы ее сейчас видите. Вот прямо-таки в этой скале, вот здесь вот и есть начало данной реки. Очень интересно, я никогда не видела истоки. Обычно это скрыто горами, скрыто лесами, еще чем-то. Здесь вы можете наблюдать тот самый исток реки. Также это место знаменито вот этой постройкой, Текке. Но я больше сфокусирована на природных данных, природной составляющей.